Мэй принимает свою роль Хершера Грома и вступает в отряды организации Мировой Змей. Ее первая миссия приводит ее вместе с Рейвен на Коралловый остров, богатый город, который процветал до тех пор, пока события Хершера не разрушило его. Некогда процветающий город теперь окружен льдом, леденящим душу последствием извержения Ханкай, породившего Хершера льда. Их миссия ясна – встретиться со своим информатором под кодовым названием Сова, у которого есть важная информация. В то же время Шиксал развертывает свою элитную команду Валькирий, бессмертные клинки, во главе с грозной Дюрандал и ее способным адъютантом Ритой. Посреди хаотичной битвы с превосходящими силами приходят новости о том, что Мировой Змей отправил подкрепление. Путь Мэй и Рейвен пересекается с Ритой и Дюрандал недалеко от окраины города. В то время как первая встреча Риты и Рейвен была напряженной, Мэй протягивает руку помощи Дюрандал, которая принимает этот жест. Их цели на мгновение совпадают, и их пути расходятся. Мировой Змей отправляется на поиски Хершера, а Валькирии углубляются в замерзший город в поисках выживших. Сова успешно определяет местонахождение Хершера и готовит специальные устройства, предназначенные для нейтрализации ее способностей с целью захвата. Расследование Дюрандал и Риты раскрывает поразительное открытие. Анна Шаряк, бывшая Валькирия Шиксал, теперь обладает ледяными способностями Хершера Льда и несет ответственность за гибель всей своей команды Валькирий. Эта информация быстро передается оперативникам Мирового Змея. План по подавлению Хершера продвигается вперед. Мэй сражается с Анной в прямом бою. Рейвен оказывает дистанционную помощь с помощью своего третьего божественного ключа, а Сова готовит скипетр Дуат, их козырную карту, чтобы ослабить и обездвижить Хершера, облегчив ее захват и доставку в штаб. Когда операция начинается, происходит шокирующий поворот. Сова раскрывает свою истинную преданность, выводя Мэй из строя и делая Рейвен беспомощной дротиками с транквилизатором. Раскрывая скрытое прошлое, выясняется, что Сова пересекался с Анной примерно за 2 года до этого во время катастрофического события Ханкай в Маниле. Анна спасает его из ужасной ситуации, вселив в него непоколебимую преданность и восхищение. Желание Анны вернуть утраченную человечность отражает трансформацию самой Мэй, и действия Совы применяют предательский оборот. Он стремится помочь Анне в ее побеге из города, стремясь раскрыть метод восстановления ее человечности, аналогичной трансформации Мэй. После того, как Мэй восстанавливает свои силы, она отправляется в погоню за предателем Совой, к которой в его поисках присоединяется Дюрандал. Их решительный путь приводит их к противостоянию с Совой и Анной. Завязывается ожесточенная битва, но как и только Мэй готова нанести решающий удар Анне, внезапное воспоминание разрушает ее решимость. В облике Анны она замечает сходство с Кианой, что вызывает неожиданное сомнение. Сова пользуется этой возможностью, чтобы защитить Анну, что еще больше усложняет конфронтацию. В разгар суматохи Дюрандал начинает штурм, но Анна выпускает холодный взрыв, который заманивает и Мэй, и Дюрандал в леденящую тюрьму. Когда ее силы иссякают, Анна и Сова уходят со сцены, оставляя после себя леденящую душу картину неопределенности. После упорной борьбы Мэй и Дюрандал удается вырваться из ледяного заточения. На своем пути они встречают Рейвен, которая оправилась от ран. Мэй поручает Рейвен забрать осколки скипетров Дуат, пока она продолжает преследовать Хершера Льда. По мере того, как Сова и Анна постепенно покидают город, появляется неожиданное препятствие в виде отряда Риты, стойко преграждающим им путь. Быстрый и грозный Хершер сковывает отряд Риты ледяной хваткой, прежде чем вступить в ожесточенную конфронтацию с самой Ритой. Подавляющая сила Анны оказывается слишком большой, что приводит к поражению Риты и последующей потере сознания. Тем временем Мэй и Дюрандал старательно прослеживают путь Хершера. В конце концов наткнулись на выведенную из строя Риту. В этот критический момент Дюрандал делает решающий выбор.
Она умоляет Мэй продвигаться вперед в одиночку, уводя Риту с поля боя, чтобы обеспечить ее безопасность и выздоровление, пока Мэй приступает к следующему этапу своего преследования. Дюрандал остается позади, заботясь о благополучии своего павшего товарища. Рейвен возвращается, неся скипетр Дуат для Мэй. Мэй исследует устройство и подтверждает его функциональность. Оно прерывает связь Хершера с их ядром с помощью электромагнитных волн. Учитывая ее собственные навыки управления электромагнетизмом, Мэй понимает, что можно воспроизвести эти волны для получения аналогичного эффекта. Вооружившись этим знанием, Мэй продолжает свою решительную погоню за Хершером льда. Во время погони Мэй сталкивается со своеобразными ледяными скульптурами, каждая из которых содержит фрагмент прошлых воспоминаний Анны. Она признается сове, раскрывая ползущую хватку порчи Ханкай, которая поглощает ее, стирая вместе с ней ее воспоминания. Опасаясь, что ей уже не будет искупления, она теперь хочет встретить свой конец как человек. Ее путь пересекается с путем Мэй, что приводит к напряженной конфронтации. Тем не менее, как только Мэй готовится нанести последний удар, сова снова вмешивается, защищая Анну от вреда. Трагедия принимает еще более мрачный оборот. Когда Анна предает сову, нанося смертельную рану, которая укрепляет ее порчу, сова переживает навязчивое видение прошлого, вновь посещая катастрофические события в Маниле 2 годами ранее. Он становится свидетелем того, как Анна бросает его младшую сестру Чэнь Тяньвэнь, оказавшуюся в ловушке под обломками. Паника и бегство Анны перед лицом надвигающихся зверей Ханкай решила судьбу Тяньвэнь. Это откровение разбивает сову, его страдания катализируют превращение в нового Хершера Земли, движимого его горем и посягательством Ханкай. Сознание совы всплывает перед ужасным выбором. Он предлагает свое ядро Хершера Анне в последней отчаянной попытке спасти ее. Слияние их ядер порождает Хершера звезд, известного как Ледяная звезда. Катастрофические события нарастают, угрожая климату планеты надвигающимися температурными аномалиями. Дюрандал успешно возвращается с Ритой, и 2 валькирии объединяются, чтобы противостоять грозной ледяной звезде. По мере того, как разворачивается решающая битва, Мэй использует свое мастерство в области электромагнетизма, чтобы сдержать ледяную звезду. Непреднамеренно приводит к их гибели. Действия Мэй приводят ее к встрече с душами совы и Анны, где принятие совы их судьбы сочетается с благодарностью за действия Мэй. В то время как кризис достигает разрешения, Мэй остается с мрачной задачей забрать их ядра Хершера, пораженные острыми параллелями между их историями и ее собственной историей с Кианой. Рейвен предлагает утешение и поддержку, и Мэй отправляется в мучительное путешествие к их общему месту отдыха. Там Мэй выражает свое почтение, кладя кулон совы на надгробие, отражая кулон, который Дюрандал поместила для Анны. Повествование переплетается с темами жертв, потери и общей человечности, заставляя Мэй считаться с тяжестью своих действий и горьким осознанием взаимосвязанности их судеб.